есть. Дайте нам знать. Если здесь обитают какие-нибудь неупокоенные души, дайте знак. Тульская область. Ассоциации сразу же возникают со словом пряник, гармонь, филимоновская игрушка и пастила. А еще в регионе есть известные на весь мир усадьбы Поленово и Ясная Поляна. Рядом с Тулой есть еще одно место, которое не уступает своей истории названным выше. Село Пятницкое находится в 23 километрах от Тулы. Раньше населенный пункт назывался Близна, что означает «близко». Здесь же нашли икону великомученицы Параскевны Пятницы, но к ней мы вернемся чуть позже, поэтому село стали называть Пятницкая Близна. В 1821 году на средства помещицы Елены Ивановны Глазовой началась постройка храма. Но вскоре она скончалась, и работы перенесли на 1,5 десятка лет. Все же на средства помещика по фамилии Александров храм был построен. Уже после, спустя почти 60 лет, в приходе открылась земская школа. В книге «Города и селения Тульской губернии» от 1857 года в селе проживало всего 313 человек. Но уже к 1916-му население выросло вдвое. Во времена революции некоторое время в Пятницком располагался детский дом, а в Великую Отечественную войну усадьбу переоборудовали под госпиталь, где уже после войны в Пятницком снова организовали детдом-интернат для детей с отклонениями в развитии. Село сохранило немало и мистических легенд, и сегодня я расскажу вам о них и отправлюсь в ту самую заброшенную школу-интернат, чтобы проверить ее на предмет паранормального. Ну что, друзья, вот мы и отправляемся в эту страшную заброшенную школу. Так, в общем, смотрите. Какой офигенный, да? Вот такой вот вход. Там тропинка еще дальше. То есть можно обойти, в принципе, обойти все здание вокруг. И тут повсюду есть какие-то входы и выходы, на самом деле. Но мы будем заходить именно через центральный. Вот так вот, ребята, это выглядит вообще. Представьте хотя бы, да, там на момент того, что раньше это, было нормальным, со стеклом. Сейчас нет. Такое ощущение, как будто привязали канат, как будто хотели выдернуть металл. Вот эти вот штуки, они железные. Так, ну чё, входим на первый этаж. Опять снова боятся. Смотрите, здесь замок кто-то, оказывается, вешал. Его просто тупо с корнями выдрали. И все. Дверка у нас вот такая. Вот такая вот у нас школа. А там спортзал у нас. Да. Но мы туда зайдем чуточки попозже. Там спортзал находится. Вот, чуть попозже сейчас проглядимся везде. Поставим камеры сначала сразу на первом этаже. Вот. И уже потом пойдем на второй этаж. И там уже поставим еще одну камеру ночного видения. В общем, пока будем бродить, пусть снимает. Так, вот такой здесь нас холл встречает. Видимо, здесь, я не знаю, дети
шалили, пока раздевались. Здесь интересно рассказывается о том, что здесь учились дети, которые были немного умственно отсталые. Чтобы вы понимали, некоторые дети не могли даже досчитать до 10 и даже завязать шнурки. Представляете? Ничему здесь не учили, походу. Так, здесь, по всей видимости, стендик какой-нибудь висел. Даже вот эти, которые файлы приклеивались, клей еще остался. Досочки-то еле... Опа. Не держатся. Ёпата. Вы что пугаете-то? А я говорила, что мы напугаем. Извините, пожалуйста. Больше так пока не делайте. Так, а тут вот у нас встречает первый класс. В смысле не первый класс, а первый кабинет, который, да, ну класс в смысле, но... Так, и здесь у нас еще сохранилась старая доска. Крутяк. Смотрите, она облезла вся. Всем кискам пис, если что. Шнура не хватает так. Что? Видимо, здесь табличка наполовину оторвана. Кто знает? Пишите в комментариях, что должно быть в начале. В общем, вот такой кабинет. Совсем опустел его, совсем разграбили. Тут какая-то гипсокартон, ой, ДСПшная какая-то стена была, не знаю для чего. Доска. Или пол сейчас дыру прикрывает, не знаю. В общем, пойдемте дальше. 7 февраля в 18:01 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о пожаре в селе Пятницкое Ленинского района Тульской области. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные подразделения. По прибытии горела хозпостройка общей площадью 1235 квадратных метров, расположенная на территории ГОУ ТО «Пятницкая специальная коррекционная школа-интернат». Первое подразделение на место происшествия прибыло в 18:13. В 18:28 пожар был локализован, в 19:28 ликвидирован. В результате пожара здание постройки сгорело на площади 1065 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщил тогда МЧС. Предполагаемая причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Поговаривают, что в момент пожара та самая икона Параскевы Пятницы была внутри и каким-то образом осталась цела. Ну, получается, она вот такая небольшая. В блинку, смотрите, эти полы провалились. Совсем. Задняя крышка от телека. Зато сохранились наклеечки. При пожаре, куда звонить, все знают, да? Да, пол, конечно, такой себе. Смотрите-ка, вот это круто, да? Швея-мотористка. Это специальности, что ли? Животновод, полевод, штукатур, столяр. Ну да, это, наверное, профессии из класса школьного в класс рабочих. Так, тут надо вот такое. Показать-то вам обязательно надо вот это. Вот это непонятное. Закоулок. Такое ощущение, как будто здесь была лавка. Это кто провинился из детей, их сажали здесь. Хотя тут такие трубы, как будто бы... Может, здесь какая-то душевая была, не знаю. В общем, что-то было. Вот. Так. Тут у нас еще одна лестница на второй. Но мы, наверное, пройдемся с той, которую видели. Так, ну и... Я
почему-то думаю, что здесь, скорее всего, могла быть столовая. Да, не такая большая, но это самая большая такая комната. А может быть, актовый зал какой-нибудь. А может, просто класс. Просто здесь большие входные дверки. Я просто предполагаю, отталкиваясь, как у нас было в школе, у нас тоже был вход такой сразу, как назвать его, может быть, пожарным, наверное. Или там принимали еду, когда привозили там грузовики или кто-то. Такое же тоже могло быть, по идее. А может и нет. О, ничего себе. Огнетушитель. Шмотки. Как будто рабочие какие-то были, может быть. И смотрите, это дьявольская дыра. Прикинь, оттуда сейчас как кто-нибудь на меня выпрыгнет. Вот это я усрусь. Кстати, очень интересный такой факт. Точнее, не факт, а интересный вопрос у меня. А есть ли здесь подвал? В каретном дворе нам пришлось подзадержаться. Находясь в одной из комнат после здания, мы услышали приближающие шаги с улицы. Мы с товарищем замерли, ожидая, когда кто-то вот-вот войдет в дом. Шаги стали продолжаться только возле порога дома. Простояв так около 10 минут и плюнув на все, я решил выйти проверить, кто же там все-таки топтался. И каково было наше удивление, когда я вышел на улицу, а в округе ни одной живой души. Можно было бы списать все на «причудилось». Но не в тот момент, когда это слышится двоим людям одновременно. Кто это был? Полтергейст? Чья-то неупокоенная душа? Кто знает. Подожди, мы же еще не посмотрели, что таит эта дверь. Что за ней может быть, как думаешь? А ничего, как обычно, пусто. Ой, слушай, здесь как будто бы тепло. По сути, точно такой же пустой кабинете. О, признаки алкашей оставляют свои следы. Так, ну, в общем, ничего не таила эта дверь. Ну, ладно. Так, давайте так устанавливаем камеру. Ночную одну. Пойдем на второй этаж. Пошла. Так, все, камеру мы на первом этаже оставили. Вот она стоит у нас. А сами мы отправляемся на второй. И нас сразу тут встречает какой-то шкаф. Какой-то шкаф. Какой-то. Так, тут... Смотрите, тут еще... Тут местная... Ну, не библиотека, а тут документы, что ли, хранились какие-то. Смотри, сколько здесь макулатуры. Просто капец. Вообще. Еще даже обои остались. Так, ну тут по сути везде однотипно и пусто. Только может быть то, что обои разные в каких-то местах, а в каких-то нет. На самом деле, если говорить про паранормальность, здесь есть мистические истории.
Немцы тогда дошли до ближайших сел и деревень, но перевес в силе был у Красной Армии. Враг терпел поражение, но оставил после себя эхо войны, которое находят до сих пор. Так и произошла трагическая ситуация в селе Пятницком в одной советской семье. Дети по натуре своей очень любознательные, им нужно все потрогать, пощупать, разобрать. Во время очередной прогулки недалеко от села один из ребятишек обнаружил немецкую гранату, которую взял с собой. Уже недалеко от домов окрестную детвору стали зазывать на обед. Но этот мальчик не стал спешить и решил разобрать находку. В считанные секунды произошел взрыв, и от ребенка буквально ничего не осталось. Горе в семье. Похоронили, как полагается, но в ночь похорон матери покойного приснился сын, который сообщил, что его не до конца похоронили, и его рука осталась валяться в кустах. На следующее же утро мать погибшего реально обнаружила в кустах руку своего сына. Пришлось раскапывать могилу и дохоранивать. Так, давайте, наверное, сразу поставим вторую камеру ночную. Потому что пытаться проверить на паранормальность мы будем внизу. Там мы нашли еще, когда только приехали, нашли прикольное местечко. Будем стараться там. Там тихо, спокойненько, и можно будет попробовать послушать белый шум, попытаться записать на диктофон. Может быть, здесь что-нибудь нам ответит. Так, ребята, запись пошла. Так, запись пошла, а мы отправляемся. Так, мы в тот конец пойдем, дойдем туда. Посмотрим. Ну, здесь очень идентичное. В принципе, что я ожидал. Второй этаж прям одинаковый. Абсолютно. Просто абсолютно. Ух, как меня всегда прикалывает в заброшках вот такие стены. Silent Hill. Ну, естественно, надо проверить выключатель. Он не в этот раз. Так, камеры мы расставили. Сейчас дойдем чуть-чуть, тут осталось до конца. И включим проверку на телефоне программы, которая улавливает свет. Выключим свет и попробуем. Ну, не выключим свет, нам без света совсем не получится. Она не ночного видения, поэтому, в общем, будем искать силуэты, мало ли, кто-то тут есть. Резкие мужики. Ну, в общем-то, и здесь то же самое. Очень пусто. Все разворовали, все сняли. Я уже даже не знаю, зачем доски-то им нужны были. Причем так же, как и внизу, да, вот эти плакатики. Тоже здесь, с этой стороны. Блин, ребят, прям очень все похоже. Я даже не знаю. Смысла нет это все показывать даже. Снимал до этого вот так. Опа. Уже что-то находит. Так, ну я здесь не вижу, чтобы он что-то обнаружил. Это второй этаж, а мы с вами сейчас посмотрим это все на первом. Плюс к тому, что мы там будем пытаться с кем-то связаться, и, возможно, там это все себя и проявит. Поэтому пойдемте на первый этаж, и там все сделаем. Я призрак. Так.
Так, камера пишет. Так, пойдемте. То, ради чего мы здесь собрались. Смотрите, какой он масштабный. Просто. Офигеть, да? Просто пушка. Спортзал. Кто вспоминает детство свое? Школьные года. Вот был сегодня такой вопрос у нас. Странные ли это окна? То есть у нас было в школе чуть ли не одно сплошное, грубо говоря, большое такое. Сетка еще была, по-моему. Ну, по поводу сетки не помню, но точно помню, что большое сплошное окно было. А вот здесь, скорее всего, либо хранили какие-то спортивный инвентарь, либо, ну, еще одна была раздевалка, только уже, может быть, женская. И вот как раз в ней мы хотели и провести все эти спиритические сеансы. Да, тут туалет. Вот это абракадабра. Что-то ищет. Ага. Если бы ты видел, какой камасутру он тут показывает. Чувак спортом занимается, на руках стоит, кверху ногами. Какой интересный призрак. Ситуация такая. Вот наша ЕИПшечка. Мы ее включаем. Вот наш диктофончик. Вы его уже помните. Не раз. И программа, про которую я говорил. То есть, по сути, я этой программе не доверяю. По идее, она должна работать примерно как радио. То есть здесь есть АМ волна, ФМ волна, и она ищет волны. Чтобы вы понимали, да? Что происходит? Пока выключим. Так, запись пошла. Духи этого места, свяжитесь с нами. Я пытаюсь с вами связаться через диктофон. Если здесь кто-нибудь есть, дайте нам знак. Если здесь кто-нибудь есть, подайте нам знак. Духи этого места, свяжитесь с нами. Я пытаюсь с вами связаться через диктофон. Если
давайте попробуем с ЭГФ. Духи этого места. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Если здесь обитают какие-нибудь неупокоенные души, дайте знак. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Ты еще громыхнул? Духи этого места, свяжитесь с нами. Так, давайте прослушаем, но ЕП молчит, как видите. Я так понимаю, там ничего не попадается на камеру. Сверху что-то Да, громыхнуло. там запись идет, нормально все. Да, такая идет. Так, слушаем. Духи этого места. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Если здесь обитают какие-нибудь неупокоенные души, дайте знак. Что-то отключилось. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Духи этого места, свяжитесь с нами. В общем, все как обычно. Нам никто не хочет отвечать. И МП даже малейшим образом, она не улавливает здесь от слова совсем ничего. В общем, ребята, мне кажется, что здесь либо я опять что-то делаю неправильно, ну, либо здесь нет никого.
Что самое интересное, понимаете, в некоторых зданиях, в некоторых заброшках, заходя туда, ты прям ощущаешь момент того, что как будто бы, допустим, на тебя кто-то смотрит, когда мы ездили в Товарково или в охраняемую больницу. Было такое ощущение присутствия чего-то. То есть, опять же, наверняка это мозг додумывал от самой обстановки, атмосфера там такая. То говорить про это место, это практически то же самое, как мы были в последней больнице, где гулял повсюду ветер. То есть здесь нет ощущения тайны вот этой какой-то мистики. Здесь как будто развалилось здание и все, по сути. В общем, мы осмотрели все здание, попытались проверить на паранормальность. Опять же, повторюсь, здание не пахнет мистикой, поэтому я думаю, здесь задерживаться надолго нет никакого смысла. Так что мы сейчас собираем камеры и отправляемся домой. Мы не смогли связаться с потусторонним. Но значит ли это, что за нами никто не наблюдал? Во время попытки записать хоть какой-нибудь знак на диктофон, на телефонную программу постоянно высвечивались какие-то силуэты. Я понимаю, что скорее всего она улавливала похожие на человека черты в старой от времени штукатурке. Но точно быть в этом уверен я не могу. Пишите в комментариях под видео, как вам кажется, стоит ли доверять этой программе. Еще рядом со школой было сгоревшее здание. Под ним мы нашли подвальные помещения, которые для своего времени, впрочем-то, неплохо сохранились. Эти кадры в ролик не вошли, но их вы сможете увидеть у меня в телеграм-канале. Побывать там – это как будто бы сгонять на несколько сотен лет назад. И от этого ты получаешь незабываемые эмоции. В Пятницком мы оставили без внимания как минимум еще 3-4 здания. И если вы считаете, что стоит вернуться туда и проверить их на предмет паранормального, ставьте лайк и пишите комментарий. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, тебе понравилось наше приключение. Хоть и не смогли мы связаться с потусторонним, но это не значит, что мы не продолжим посещать места, забытые Богом. Ведь уже совсем скоро мы отправимся в заброшенную деревню ведьм и на собственной шкуре проверим все мифы и рассказы об этом месте. Ну а с вами был канал Крик. Меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.